куда сегодня сливается ваша энергия, куда вы ее деваете, почему вам сегодня недостаточно. Просто коммуницируя в кругу себе подобных прекрасных женщин, вы можете уже напитываться. Женщина таким образом устроена, что она прекрасно берет и прекрасно дает то, чего у нее в избытке. Женщина очень быстро соединяется с окружающей природой, очень быстро может этим всем наслаждаться, и понимание того, что она ей не вредит, уже пополняет эту энергию. Если вы хотите жить и принимаете себе такое решение, тогда нужно заботиться очень качественно о своем теле, и оно становится более энергичным. Куда уходит женская энергия, как ее сохранить? Сегодня с этим запросом приходит достаточно много женщин, которые хотят строить карьеру, которые хотят двигаться в бизнесе, иметь другой уровень доходов, быть в приятном состоянии в своей семье, которые хотят улучшать взаимоотношения и так далее. И к недостатку энергии они приходят уже, с недостатком энергии они уже приходят на консультацию. Меня зовут Анна Кучина, сейчас я раскрою эту тему, где брать энергию, что с ней происходит, и поговорим об этом и с точки психотерапии, с точки зрения эзотерической. Что такое вообще энергия? Скажем так, что когда человек рождается, энергии жизни у него достаточно. То есть у каждого из нас есть много энергии от природы, и это хорошая новость, она есть у всех. Другое дело, как мы ней распоряжаемся, куда мы ее деваем в течение жизни. И здесь есть несколько этапов, где мы сливаемся. Первый этап – это травмы. Это истории травматические, которые были с нами в прошлом. И, собственно говоря, вся энергия жизни, которая нужна нам сегодня на реализацию или на построение классных взаимоотношений, она может идти в обслуживание этой травмы. И тогда, исходя из того, что с нами там произошло, мы строим в дальнейшем свою жизнь вокруг этих страхов, вокруг этих историй, что у нас было. Мы по определенному строим нашу жизнь, выбираем профессию, находим себе мужчину и таким образом воспитываем себя детей, и везде тонкой ниточкой прошита эта травма. То есть все, что мы дальше делаем, мы делаем для этой травмы и во избежание этой травмы, и обслуживая ее. И тогда вся наша энергия остается там. И если мы возьмем такую технику, как расстановки или любую эзотерику, помимо расстановок, мы понимаем, что там остается часть души, огромное количество психики, огромное количество энергии, и для того, чтобы по-другому двигаться в жизни, нам ее просто не хватает. Мы становимся тусклыми, неинтересными и можем быть ленивыми и так далее. Потому что когда энергии у нас много, достаточно все легко происходит само собой. Мы цветущие, молодые, энергичные и вдохновляющие и вдохновленные. Следующее, что может происходить, где мы еще сливаем свою энергию, это на маму. То есть у нас, как у девочек, есть пример той мамы, которая была уставшая, которая очень много работала. Она все время делала очень много работы по дому. И мы ее, эту маму, все-таки особо и не видели, потому что она была то на заводе, то в шахте, то на работе, то все время работала по дому и очень сильно уставала там. И мы видим ее вечно уставшую. И что какое принимает решение девочка? Девочка ее начинает спасать. И потом мы видим женщину уже в 30-40 лет, которая все никак не может выйти замуж, потому что она до сих пор спасает свою маму. И там все в жизни делает для того, чтобы ей было лучше. И, соответственно, вся энергия идет в маму. Ей не хватает ни на свою семью, ни на своих детей, ни на свои какие-то классные проекты, на самореализацию, потому что все идет в обслуживание своей мамы. Следующее, что может быть, куда уходит энергия, это в папу. Когда папа был алкоголиком, когда папа не справлялся со своей жизнью. И там то же самое, мы начинаем это все обслуживать и дальше строить свою жизнь, исходя из этого. И, соответственно, спасение этого папы, этой мамы и этой травмы, вот все эти 3 этапа, которые я рассказала, это просто похоже на Бермудский треугольник. На какой бы ретрит вы ни поехали, на какой бы тренинг вы ни поехали, куда бы вы ни пошли медитировать или покупки, шопинг, великолепные массажи, спа, встречи с подружками, через какое-то время вы опять чувствуете слив, потому что вот эти вопросы не закрыты. Да, травматичные истории или спасание своих родителей до сих пор не закрыто. Это то, с чего нужно начинать, чтобы быть энергичным. Потому что вопрос недостатка энергии нету на самом деле ни у кого. Есть вопрос, куда она все время сливается. Потому что ты что-то себе купил, ты сходил на массаж, но это недолгосрочно.
То есть быстро все куда-то уже стекло. Или качал энергию, например, раньше был популярен умбилдинг, то есть ты качаешь энергию, пока ты дошел до свидания, уже энергии нету. То есть она уже опять взяла и слилась куда-то. Куда? На какие-то обиды, на какие-то травматичные истории, на вот все время обсусоливание этих обид, там желание кому-то зла, то есть на какие-то травматичные истории все время энергия сливается. Это первое, что нужно делать, это позакрывать эти дырки. То есть просто взять и понять, да, прийти на консультацию к специалисту. Может быть, вы сегодня уже можете это понять, тогда напишите мне, пожалуйста, в комментарии, куда сегодня сливается ваша энергия, куда вы ее деваете, почему вам сегодня недостаточно, где она, где вы ее дели. Из таких простых примеров это работа в больших компаниях, соковыжималках, где очень сильные штрафы, где очень сильное давление, где люди работают как в тисках. То есть там очень много энергии сливается, эти люди очень быстро приходят в такую неработоспособность. Они быстро выгорают. Это компании, которые имеют очень сильные такие давления на своих сотрудников и, соответственно, использование их в полном объеме, и, соответственно, там сливается вся эта энергия. Но опять-таки под этим есть что-то. Почему люди пришли именно в эту компанию, а не в ту, где их ценят, где их любят, где они могут раскрыть свой потенциал и получать еще больше энергии, просто реализуя себя. То есть вот эти все истории нужно проработать, где мы сливаемся. Когда эти дырки будут закрыты, достаточно быстрым образом женщина наполняется сама собой. Это такая естественная способность женщины наслаждаться игрой своих детей, наслаждаться, когда она жарит блинчики, там, делает завтрак своему мужу, наслаждаться, где бы она ни была, там, красотой листьев, сейчас осень, листья падают. То есть она всем этим напитывается, пополняется автоматически, если нету вот этих дырочек слива. Тем не менее, я дам несколько инструментов, которые сегодня работает. Сегодня работает любого вида терапия, которая вам подходит, где вы можете их залатать. И сегодня есть женские тренинги, женские коучинги. Есть какие-то женские мероприятия, не обязательно тренинги, коучинги, женские мероприятия, ивенты, где вы можете встретить женщины, которые находятся на вашем уровне, которые такие же, как вы. И если вы сегодня успешная, интересная, если вы стремитесь жить в прекрасных, взаимных, хороших, гармоничных взаимоотношениях, счастливо воспитывать своего ребенка, и вы приходите на какой-то ивент, где вы встречаетесь с такими же женщинами, у вас есть круг общения, вы очень сильно напитываетесь этим всем. То есть у вас что-то есть, чего нет у них что-то есть, чего есть не у вас, и вы, женщина таким образом устроена, что она прекрасно берет и прекрасно дает то, чего у нее в избытке. То есть если у нее в избытке, например, умение хорошо готовить, она быстро и классно этим всем заряжает. Она говорит, например, на блинчики это просто, раз-раз замешал, я никогда рецепты не смотрю. И вторая женщина это послушает, думает, действительно просто, я думала сложно, приходит, и у нее тоже получается. Для какой-то женщины сложно строить взаимоотношения, для какой-то легко. То есть просто коммуницируя в кругу себе подобных, прекрасных женщин, вы можете уже напитываться. Если вы знаете, в каком месте у вас прореха, где у вас что-то не работает, вы можете прямо найти себе такую подругу, у которой есть эти ресурсы, которые нужны вам, и просто с ней чем-то поменяться. Посмотреть, как она это делает, из какого состояния и так далее. И здесь тоже напитаться. Что есть следующее? Конечно, любые телесные практики. То есть энергия наполняется, когда вы работаете с телом, потому что энергия это не что-то такое абстрактная энергия, шмэнергия. То есть она есть вот в этом бренном теле. Если нету заботы о теле, то о какой энергии может идти речь? Потому что это женская энергия, это энергия жизни. Соответственно, если о теле нету заботы, если не выполняются его потребности, это звучит так, что жить я вообще-то не сильно-то и хочу. И если у вас есть когда-то были такие мысли или есть такие истории, пожалуйста, тоже поработайте с этим, потому что это еще одна дырка, куда она сливается. Звучит в расстановках это так: мертвым деньги не нужны. И если вы хотите жить и принимаете себе такое решение, тогда нужно заботиться очень качественно о своем теле, и оно становится более энергичным. Это работает на уровне гормонов, это работает на уровне вашего состояния, на уровне ваших эмоций, на уровне работы мозга. То есть напитывать свое тело, давать ему должный образ. Нужно, я не буду говорить о банальном вовремя ложиться спать, но иногда это тоже. Да, то есть какую еду вы едите, это тоже энергия. Как вы о себе заботитесь,
что вы покупаете себе для тела, то есть вещи, которые близко к телу, ваше белье, в чем вы спите, на каком постельном белье вы спите, каким полотенцем вы вытираетесь. Может быть, это старое полотенце, которое дерет уже кожу, или это новое, которое распушенное. То есть каким мылом вы моетесь, чем вы умываетесь, чем вы чистите зубы. Это все дает очень много энергии. В принципе, есть отдельно очень много пунктов, которые дают энергию. Это женский круг, который позитивный женский круг. Это работа с телом, это использование продуктов, которые очень лояльны к окружающей природе, потому что женщина очень быстро соединяется с окружающей природой, очень быстро может этим всем наслаждаться, и понимание того, что она ей не вредит, уже пополняет эту энергию. То есть первое, да, что я сказала, хочу подрезюмировать, что это залатывание дыр, где вы не хотели жить, куда вы сливаете свою энергию. И следующее – это дать внимание своему телу, и дальше уже вы сможете автоматически пополняться. И любые медитации, любые практики, любые ретриты пойдут вам на огромную пользу. Они будут постоянно вас выносить на какой-то новый уровень вибраций. То есть все больше и больше энергии вы будете чувствовать. Прорабатывая каждый какой-то аспект своей травматичной истории, своего негативного отношения к миру, вы будете получать, все время возвращать себе себя. То есть получать все больше и больше энергии. Соответственно, задача есть вернуть себе себя целиком и полностью. То есть вернуть себе всю свою энергию. И сегодня мы говорим много о том, что наша энергия в нашем муже, наша энергия в наших детях, как мне вернуть энергию, забрать у моего бывшего и так далее. То есть эти разговоры для меня безрезультатны, потому что наша энергия везде. То есть все, что вы назвали своим, чем вы занимаетесь, это ваш дом, ваши дети, ваш муж, ваш бизнес, все это питается вашей энергией, да, и ваши бывшие отношения, и теперешние, и так далее. То есть если там что-то осталось в этих бывших отношениях, конечно, имеет смысл с этим работать, потому что тогда это называется незакрытые взаимоотношения, которые попросту влияют на вашу жизнь. Тогда там тоже происходит слив и дыра. Да, если вы закрываете эти взаимоотношения, тогда вы открыты новому. Ресурсы можете направить на те взаимоотношения, которые есть сегодня. На свой бизнес, на своих детей, на свою жизнь, на себя прежде всего. То есть закрыть вот эти все дырки и научиться наполняться. А наполняться умеете каждая, исходя из того, что вы родились женщиной, и просто делаете это на автомате, наслаждаясь этой жизнью. До встречи. Пишите, как у вас, какие вы используете инструменты, тоже интересно.